Многие ли знают о такой компании, как Edifier? Вообще многие. На самом деле это производитель мультимедийных акустических систем, крупнейший на китайском рынке. История производителя началась в далеком 1996 году и по сей день существует, и они постоянно обновляют ассортимент. И так как за последнее время ТВС-наушники набрали огромную популярность, компания не отстает и предлагает нашему вниманию большой выбор. Но именно сегодня я расскажу вам о вкладышах, у которых есть бюджетная цена, неплохая автономность и довольно необычный дизайн, шумоподавление CVC при разговорах, разумеется, кодек aptX и защита от пыли и влаги, а также сенсорное управление тапами и быстрая зарядка наушников тоже на борту. Сейчас все расскажу. 1007 на YouTube, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, минимум 7 обзоров в неделю я выгружаю. Ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии, за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса, в которых под конец месяца всегда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мой телеграм-канал с промокодами на Алишке, все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. А сегодня я расскажу вам о беспроводных наушниках Edifier X6. Полетели. Распаковка. Коробка компактных размеров, изготовленная из плотного белого картона. Оформление простое. Изображение наушников, названий и спеки на разных языках, в том числе английский. Открывается она просто, встречает, конечно же, сразу легкий запах китайского клея. Внутри все достаточно аккуратно и рационально уложено. Комплект состоит из зарядного кейса, наушников, небольшого кабеля для зарядки USB Type-C и краткого руководства по использованию, где для нас с вами есть информация на русском языке. Летим дальше. В продаже имеется только два стандартных цвета, черный и белый. Зарядный кейс изготовлен из глянцевого пластика, качество его далеко не самое лучшее. Бокс имеет необычную форму треугольника Рело. Сборка не совсем топового уровня. Вырезы и разъемы угловатые. Сам пластик тактильно приятный, хоть и качество его не космос. Достаточно марки и быстро повреждается. В руке держать комфортно из-за формы, из рук не выскальзывает. Габариты небольшие, 55 на 55 мм по самым объемным частям корпуса, а весит кейс без наушников 33 грамма. В кармане не мешается и ничего неприличного под своим видом не подразумевает. На корпусе имеется разъем для зарядки USB Type-C, функциональная кнопка, светодиодный индикатор, скрытый за пластиком, и выгравированный логотип компании-производителя. Люфт у крышки в закрытом положении есть, но небольшой, а в открытом положении отсутствует вовсе. Открыть одной рукой кейс проще простого, крышка в открытом положении слабо фиксируется, внутри помимо двух вертикальных мест под наушники, в каждом из которых по два контакта для зарядки, есть только маркировка и больше ничего. Наушники в боксе при тряске значительно гуляют, при тряске вылетают без сопротивления, хлопок при закрытии крышки звонкий. Емкость аккумулятора кейса составляет 350 мАч. С 0 до 100% кейс заряжается за 1 час 55 минут. Беспроводной зарядки, к сожалению, нет, наушники от кейса можно перезарядить 3 раза. Саморазряд есть. Переходим к наушникам. Наушники, как вы уже заметили, по типу вкладыши белого цвета. Изготовлены наполовину из глянцевого пластика, а нижняя часть ножки матовая. Корпус тактильно приятный и маркий, дизайн интересный, габариты в целом компактные, 35 на 19 на 18 мм по самым объемным частям. Ножка размера 35 на 8 на 7 мм. Вес одного наушника равен 4,3 грамма, а два наушника вместе весят 8,8 грамм. Посадка в ухе достаточно плотная, но лично для меня комфортная, так как чаши наушников достаточно крупные, и именно по этой причине подойдут точно не каждому. При длительной носке, на удивление, уши не устают, вес ощущается. Из рук выскальзывают охотно, при занятии спортом из ушей не вываливаются. На корпусе каждого наушника имеется по два контакта для зарядки, два микрофона, маркировка Left-Right, изображение XML, сенсорная панель управления тапами и светодиодный индикатор, который во время проигрывания не светится. Из тапов доступна пауза, воспроизведение, управление вызовами и вызов голосового помощника. Тапы изредка не срабатывают, но тут, я думаю, дело в ловкости, так как панель управления очень узкая, всего 4 мм, если говорить о цифрах. Оснащены наушники 13-мм композитной диафрагмой, частотный диапазон составляет от 20 Гц до 20 кГц, импеданс равен 28 Омам, а чувствительность 93 дБ плюс-минус 3. Шумоподавление Qualcomm CVC, при разговорах, как оно работает, вы услышите дальше в ролике. По одному наушники работают, но переподключаются не бесшовно. Заряд наушников в шторке устройств виден. Подключаются наушники автоматически после извлечения из бокса, мультипоинт не завезли. Сенсоров приближения тоже в наличии нет. Емкость аккумулятора одного наушника равна 35 мАч. Со 100% до полной отключки на 50% громкости по коду aptX 6 часов 50 минут. За 10 минут набегает 75%, но за первые 3 минуты процент резко падает до 48%. А после этого каждую минуту улетает по 2%, и в итоге отыграли они на 50% громкости по коду aptX только час. Полный цикл зарядки из-за неправильного показателя процентов сложно отследить, но я думаю, что для зарядки с 0 до 100% потребуется примерно час. Защита от пыли и брызг IP54 после водных процедур в их работе ничего не изменилось. Это, конечно,
конечно, позитивный результат. Для удобства использования, к сожалению, пока доступных приложений нет, если только попробовать сторонние. Bluetooth версии 5.0 не самые новые, подключить их к смартфону стандартно просто, но есть нюанс. Наушники сразу высвечиваются в поиске Bluetooth по отдельности, но подключаются через одно любое сопряжение вместе. Из кодеков доступны Qualcomm-овский aptX и SBC. Через 2 стены не отваливаются, но фризят ужасно. Задержки на YouTube есть, но незначительные. В играх задержки хорошо заметны. Играть не особо будет приятно, если требуется состыковка в звуке и картинке. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны, как я уже сказал, шумоподавлением CVC. Окружающие шумы полноценно не перекрывают. Чтобы вас голос не перекрывало вместе со звуком, мимо проезжающих машин нужно говорить очень громко. Примеры вы сейчас услышите. И вот он, тест Edifier X6. Почему я взял эти наушники и купил? Для того, чтобы о них рассказать. Ну, в первую очередь, потому что вкладышей на рынке не так и много. Дешевых вкладышей тем более. Сейчас вы слышите, насколько хороши здесь микрофоны. Стараюсь перекрикивать дорогу, потому что машин здесь, несмотря ни на что, и вопреки всему, все-таки хватает. Не один сплошной поток, но все равно. Мы сейчас еще подождем, может быть, еще что-то проедет. Из-за эмоционального, что, в принципе, на канале быть и не должно, с одной стороны. С другой стороны, все равно вы слушаете сейчас, как именно работают микрофоны. Так вот, из эмоционального пластик не фонтан, крышка, с другой стороны, не гуляет, но я уверен, что вот это вот дело, оно все равно расшатается. Форма, сердечко, я не знаю, зачем они это сделали, или яйца какого-то в виде сердечка. В общем, такое себе. Сказать, что наушники хуже, чем они стоят, нет. Денег своих стоит, с одной стороны. С другой стороны, очередной раз напоминаю, что ничего супер фееричного от девайсов из лоукоста ждать не стоит, потому что, ну, друзья, ну вы платите $30. Понятно, что для нас это больше 2000 рублей, с одной стороны, а с другой стороны, ну, это 30 баксов. Это даже не 100. Звучание за свою стоимость хорошее. Сцены чуть выше среднего по объемности, звук с характерным окрасом, но не сильным, вокал преимущественно звонкий, инструменты звучат выразительно. Запас громкости большой, выше 70-80% слушать не стоит. Очень громко, и качество звука начинает сильно страдать. Звучание частот средне размытое, бас не раздутый, не сильно выраженный, средний. Из минусов нет режима прозрачности и активного шумоподавления. Задержки в играх, нет беспроводной зарядки, нет сенсоров приближения и мультипоинта. Некорректно показывают заряд в процентах, нет возможности подключиться к приложению. Стоят они в районе $25-26 на распродажах, ссылка в описании к видео. Если промокоды, посмотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я обязательно туда скину промики. Напоминаю, что на канале разыгрываются умные часы TicWatch Pro 3 Ultra за 25 000 рублей. В описании будет ссылка на ролик. Так что участвуйте, учитывая, что людей участвует немного, я думаю, что выиграть будет довольно просто. Резюмирую, за свою цену наушники неплохие. Неплохое звучание, плюс кому-то понравится их необычный дизайн. В остальном все не столь критично, как казалось бы. Возможно, это нам хотелось бы, что за $30, за 25 наушники были самого высокого сорта, но, к сожалению, так не бывает. И если оценивать приземленно, цена-качество, то производитель вложил в самое необходимое для вкладышей, а за остальное либо нужно доплачивать, либо можно купить с большим количеством функций, но отрабатывать они будут значительно хуже. В данном случае это индивидуальный выбор каждого, как всегда. В целом, мне девайс понравился. Не забудьте подписаться с колоколом, оставить комментарий, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Девайсу да, добра и удачи вам, дорогие друзья.